Сегодня мы поговорим о том, почему пациенту важно самому разбираться в теме гастритов, с комментарием врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете оформить подписку и помочь каналу развиваться и радовать контентом. В качестве благодарности вы сможете получить книги по медицинским направлениям. Ссылка также под видео. Ну, тогда начнем. Почему пациенту важно самому разбираться в теме гастритов? Часто встречаю такое мнение: «Я не врач, зачем мне разбираться в теме гастритов или в каких-то других медицинских вопросах?» Безусловно, если бы мы жили в идеальном мире, где каждый качественно выполняет свою работу, пациенту не нужно было бы разбираться в вопросах своего здоровья. Достаточно было бы пойти в ближайшую поликлинику к любому терапевту и гастроэнтерологу, и вам бы дали гарантированно качественные рекомендации по обследованию и лечению. Но, к сожалению, мир не идеален. Скажите мне, пожалуйста, можете ли вы, идя к незнакомому парикмахеру, быть уверенными, что вам сделают красивое окрашивание? Кому-то повезет, и ей действительно сделают красивое окрашивание, а кому-то испортят волосы так, что полгода потом придется восстанавливать. Или можете ли вы быть уверенными, что, нанимая бригаду строителей, вам сделают такой же ремонт, как в дизайн-проекте? Могу поспорить, что если взять 3 разных бригады строителей и дать им один и тот же дизайн-проект, мы получим 3 разных варианта ремонта. Хорошо, если они хотя бы немного будут похожи. Нельзя дать гарантий, что все гастроэнтерологи вас будут лечить качественно. Точно так же, как нет гарантий, что все парикмахеры сделают красивую стрижку. Увы, если заболевание хроническое, в какой-то момент вы все равно понимаете, что приходится самостоятельно разбираться в теме и искать качественную информацию. Вернемся к гастритам. Если вы сами не хотите разбираться в этой проблеме, то повышаются риски того, что, первое, вы будете годами безуспешно лечиться от хронического гастрита, который на самом деле функциональная диспепсия. Второе, вам назначат лечение от Helicobacter pylori антибиотиками, которые не сработают, и вы их впустую пропьете, собирая побочные эффекты. Третье, ваши симптомы будут связывать с забросом желчи в желудок, сваливая на нее горечь во рту и тяжесть в правом подреберье. Четвертое, вы будете бояться атрофии, которой на самом деле нет. Пятое, пропустит реальный аутоиммунный атрофический гастрит, который подводит к атрофии слизистой и требует наблюдения. Возможно, кто-то спросит, неужели у нас нет хороших гастроэнтерологов? Они есть, но ко многим из них сложно попасть в силу географических причин или из-за стоимости приема. Например, мой прием стоит 10 тысяч рублей, и даже с такой стоимостью запись забита на 2 месяца вперед. Поэтому возможность ознакомиться с моими материалами – это реальная возможность понять, что именно с вами происходит и в каком направлении вам нужно действовать, обследоваться, лечиться, соблюдать какие-то рекомендации по питанию или они вам не нужны. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!